Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье. Сегодня у нас на повестке дня бюджетное бритье. Бюджетное, по версии нашего новосибирского подписчика Сергея Степанова, он же Пабло Эскобар, он же Тан. Ну вот. Сергей заморочился для того, чтобы собрать набор в своем родном городе и понять, в принципе, доступно это так же, как, допустим, в Омске. Он не поленился, пошел по магазинам, кое-что нашел, кое-что посмотрел, что именно вы сейчас увидите на крупном плане. А я начинаю подготовку и начинаю бритье. Догоните. Это письмо от подписчика под ником Пабло Эскобар, родом из Новосибирска, и зовут которого Степанов Сергей. Так вот, Вадим, привет. Один из первых твоих роликов про бюджетное бритье предусматривает бюджет бритвенного комплекта за 400-420 рублей. Затем был ролик с бюджетом 325 рублей, а Геннадий Постников оставил комментарий с бюджетным вариантом за 310 рублей с двумя вариантами кремов. Если исключим самый дорогой арка, то результат будет 258 рублей. Это была преамбула, дальше будет амбула. Я подумал, а может ли человек, желающий попробовать себя в бритье Т-образным станком, но стесненный финансами, приобрести в славном городе Новосибирске бюджетный набор для бритья рубликов эдак за 300-400. Решил попробовать такой набор собрать. Итак, с чего начинается бритье? С компресса. Вафельное полотенце от Мюля в рамках задуманного нам не по карману. Да и обычное вафельное тоже. Что делать? Покупаем вафельную салфетку 40×60. Тонковато, конечно, зато хлопок, и никто не помешает сложить ее пополам пару раз. Далее пена. Самодельная пена. Для ее приготовления нацеливаемся на 3 предмета: мыло, помазок и чашка. Можно, конечно, взять детское мыло за 12 рублей, но попробуем более оригинальный подход в рамках нашего бюджета. Ищем, смотрим, находим. Мыло от братьев Крестовниковых, парфюм и глицерин. Помазок берем самый недорогой, самый, какой находим, естественно, синтетика, естественно, Китай. Но есть рукоятка, есть кисточка, а что еще нужно для пены? Точно, мы же чашу еще хотели. Стекло, фарфор, глину не рассматриваем, ибо дорого. Что остается? Пластик. Буквально вчера читал комментарий одного человека, который вполне себе замечательно делает пену для бритья из пластиковой чаши. Так что нормуль. Пену в пластике можно готовить можно. Берем салатницу с волнистыми стенками. Теперь станок. Ищем. Находим станок из Ирана. По крайней мере, таково его описание на сайте. Цена подозрительно низкая. Звоним в контору и уточняем, не забыли ли дописать нолик к цене на сайте. Нет, не забыли. Берем, смотрим, что-то не айс. Для наглядности один образец положил посылку и ищем дальше. Рапировский станок неплох, но он уже был в одном из последних роликов. Находим китайца Хонглонг. Открываем, смотрим, тоже какой-то не айс. Для наглядности один образец прилагаю. Что делать? Идем на Авито, находим советский станок, неиспользуемый в оригинальной упаковке и даже с руководством по эксплуатации. Цена 200 рублей. Торгуемся с хозяином, объявление до 130 рублей, берем лезвие, берем рапиру. В качестве пришея можно использовать уже купленное мыло, а вот автошей, пожалуй, прикупим. И на всякий пожарный возьмем пластиковый стаканчик, чтобы было где ополаскивать станок и замачивать помазок. Исходим из того, что бритье Т-образным станком нам зайдет, и мы раскошелимся в будущем на барсука-кабанчика. Здесь же приводится таблица всего того, что Сергей прикупил и прислал в этом наборе. Салфетка хлопка вафельная 30 рублей. Ну, в принципе, недорого. Мыло, парфюм и глицерин от братьев Крестовниковых 72 рубля на уровне DAF. Помазок Elegant Smart Limited. Ну, да, советская контора, скорее всего, поставляет. Цена действительно низкая. 67 рублей, как правило, подобного рода вещи начинаются от 100 в нашем регионе. 100, 130, 150. Салатник пластиковый ИП Панков 11 рублей. Совершенно напрасная трата, как, впрочем, и салфетка. Ну, взяли так взяли. Лезвие рапира. АОА Мост Точлегмаш РФ 1560. Во-первых, дорого. Во-вторых, не видел таких никогда раньше. Очень сильная подозра, что это может быть не настоящий. Но проверим. Крем после бритья Камильфо фабрики Свобода 28,35. Ну, вообще, как бы недорого, так согласен. Стаканчик пластиковый, еще, с моей точки зрения, совершенно пустая
покупка, но взяли так взяли. Получается 366 рублей. Вот по ссылке и есть этот самый комплект, который я тебе отправил в подарок, а по которому предлагаю тебе сделать обзор. Кроме того, по ссылке мыло самое обычное, не предназначенное исключительно для бритья. Когда подбирал мыло для набора, обратил внимание на надпись на банке для волос и тела. А чем щетина, не волосы? Вот и прикупил. Это тоже подарок. Не шедевр, конечно, но может быть когда-нибудь это изделие отечественного мыловарения поучаствует в твоем обзоре и послужит очередным подтверждением того, что вовсе не обязательно гоняться за проразами табаками, а можно смело использовать обычное отечественное мыло, которое вполне себе демократично по цене. Аромат, понятно, далек от упомянутых собратьев, а может быть и не поучаствует. В любом случае для мытья рук пойдет. Спасибо за внимание. С уважением, Степанов Сергей, ник Пабло Эскобар. Серег, ну а что не поучаствует-то? Поучаствует? Да запросто. Я тебе больше скажу. Я вот как здесь написано, что для волос и тела, я так и поступаю. Я и по волосам, и по телу им отрабатывал. Мне нравится. Нравится его консистенция. Нравится, как оно работает. Приятный, очень приятный, полезный запах. Мне прям нравится. Полезный для меня. Для вас, ребят, не знаю. Я такое ощущение, что в дендрарий попал. Одна беда. У меня чуть-чуть подсушивает кожу. Ну, когда такая напасть происходит, я беру крем, который мне прислал Самвел давным-давно, масло Ши. Ну, это даже не крем, это, наверное, все-таки масло Ши. И вот эта штука меня спасает. Чем же? Ну, парни, за масло Ши, чего вам рассказывать, это во-первых. Во-вторых, оно очень экономичное, потому что вот буквально децл взял, особенно если кожа влажная, там как, ух ты, блин, весь обмажешься, и очень спасает от сухости. Лариска моя поначалу очень сильно им злоупотребляла, а сейчас что-то чуть-чуть охладело, сейчас только я его и вытащил. Но я смотрю, она обратно возвращается, и обратно пытается с ним что-то делать. Классная зачетная штука. Что до этого мыла? Ребят, если возьмете для бани, для душа, оно вам в принципе может пригодиться. Станете ли брать второй раз, я не знаю. Если вашу кожу, как мою, не будет сушить, то, конечно же, возьмете, потому что соотношение цена-качество, но я не думаю, что оно дороже, там, я не знаю, 150 рублей, а здесь полкило. То есть вам на ой-бой сколько хватит. Действительно хорошая, действительно прикольная штука. Но прежде чем мы уйдем бриться, ребята, хотел бы все-таки сделать акцент вот на этих двух произведениях китайского народного творчества. Ребята, если где-то увидите вот такое в продаже, хлопцы, бегите оттуда нахрен. Вот зажмурьтесь, сожмите кулаки, не давайте им тянуться к кошельку, потому что это выкинутые деньги. Такой порнографии, ну, у нас здесь полно, она по 50-60 рублей валяется. Я вам не советую, во-первых, вам жить надо дальше. Ну, за что вы тут отдадите деньги? Вот эту нижнюю плиту я могу сделать вот так. Вот видите? Вот так, легко, не напрягаясь.
На этом ваш станок и закончит свое существование. Вы это можете сделать сами случайно. Вы это можете сделать, ненароком. Вы это можете сделать, как хотите вы это можете сделать. Вот. И вот так вот закончится ваше приобретение. С крышкой вы так не поступите, она чутка пожестче. А нижняя плита это сопля на палочке. И вставляя сюда лезвие и приближая этот инструмент потом в будущем к своему лицу, вы будете доверять свое здоровье именно сопле на палочке. Если вы настолько себя не любите, ребята, я вас останавливать не буду. Пожалуйста, это ваше решение. Но если вы все-таки хоть чуть-чуть сами себя любите, относитесь к себе с уважением, ребята, не делайте этого. Вот это надъебись. Уважайте себя, пожалуйста. Вот тут чуть-чуть слегонца, вот руки у меня в креме, поэтому сразу не получается. Слегонца все-таки это пожестче. Чуть-чуть. Блин, вот не вовремя я масло шин на руку попробовал. Но идею вы поняли. То есть вот такой инструмент вы приобретете. Если вас эти вещи устраивают, тогда я вас искренне не понимаю. Потому что вот эта вся байда, это в районе где-то 50, 100, 120 рублей. А вот эта канитель, наша, российская, в районе 150-200 рублей. Сами понимаете. Это не предел совершенства, а это днище последнее. Не думайте даже, не думайте, берегите себя, свое здоровье, вы своим любимым еще живые, здоровые нужны. То есть вот это вот. Огромное спасибо Сереге за то, что прислал вот эту канитель. Я давно уже думал, показать, не показать, но вот Сергей прислал и все-таки получилось показать. Ну а теперь что? Пошли бриться. Парни, что я могу сказать? На крупном плане я упомянул, что мыло по цене где-то рядом с DAW. Ребята, я вам так скажу, это дешевле, чем DAW, потому что здесь вот за этот ковалок, а тут, я не знаю, 100 грамм или сколько, тут дофига грамм, посмотрите сам, какой брусок. Всего 70, сколько там, 76 рублей, 75, это ни о чем, во-первых. Во-вторых, запах. Я бы не сказал, что DAW-то получше. Пока они на одной лавочке. Это не круче DAW по запаху, но и DAW не уступает. По весу этот явно перешибает, он по весу гораздо больше. Если он будет в своих ТТХ, в тактико-технических данных, характеристиках не уступать DAW, так он явно был бы круче, потому что он по весу больше за ту же цену. Пахнет приятно, очень приятно. Но опять же вот эта надпись для дам и господ. Не знаю, как вам, мне это импонирует. Хоть это господа записали в кои-то веки. Так, давайте-ка, наверное, пришейф организуем. Помазок мы замачивать не будем, потому как у нас синтетика. А что ее замачивать? Вы видали, да? Вот раз и все. И... Так, этого, я думаю, будет достаточно. Пускай пока кушает. Теперь нам надо что-то, наверное, изобразить с чашей. Честно сказать, я думаю, что Серега тут маленько перебздел. Потому что вот из того набора, который у него за 360, там, бал-бабам, я бы убрал 3 позиции. Вафельное полотенце и вот этот весь пластик. И получилось бы у меня 315 рублей. Почему? Вафельное полотенце, нафиг не надо бегать за ним, где-то что-то там искать, потому что у каждого приличного мужика есть приличная женщина. Все, что нужно, это просто приличному мужику подойти к приличной женщине и сказать: женщина, ну-ка выдели. Да что, я просто спросил. Попросите у жены, господи, она вам столько салфеток даст там, твою кучу. Это во-первых. Во-вторых, а чашки-то что покупать? В каждом доме есть пиалки, какие-то там тарелки, что-то там еще. Пошел да взял, да и все. А если уж ты пошел покупать, то действительно что-то такое взять особенное. Вот типа как я вот брал вот эти вот чашечки там снизу держать, там сколько на 250-350 рублей. Да, тогда в бюджет не войдем. Взял и взял. А вот это вот, на мой взгляд, вообще, как в нем полоскать? Налить воду и там тынь-тынь-тынь? Да, возможно. Но опять же, вы что-то подобное можете и дома найти.
Поэтому я тут, ребята, несколько хз. Я тут не знаю. Я бы убрал все эти предметы, оставил бы 315. Ну, это Серегин эксперимент. Ой, ну да, Серегин. Ну да, Серегин. Господи, что вы меня путаете? Это Серегин эксперимент, поэтому все нормально. Вбиваем пену. Чашу просто согрею. Да, пускай она греется, все равно она сейчас пока не нужна. А нужно нам мыло. Помазочек намочили. Ребята, несмотря на смешную стоимость помазка, ну, качество, я вам скажу, все-таки достойное. Это не та срань господня, которую вот китайские помазки, ой, китайские станки Серега прислал. Это посерьезнее. Как долго выдержит, я не знаю, но пока он производит приятное впечатление. Намочили чуть-чуть, стряхнули маленечко воды. Давайте его сейчас загрузим. Пока держится, пока ничего там в помазке не требушит. Так, я смотрю, тут уже процесс пошел, поэтому подставим чашу, чтобы не терять все это. Так, ты туда плыви. Странно, но пена плотная. И вообще, если бы не Серегина вот эта вот причуда с чашей, я бы сразу вот так вот, да на лицо бы пошел, да и все. То есть, ну, по идее-то, а что, почему бы нет-то? Так. Ну, понятно, здесь не пупырышек, ничего, голый пластик, поэтому пеновыделение и пеноорганизация будет чуточку дольше, чем на специальном сосуде. Но все равно что-то, смотрите, происходит. Пускай не так много, не дюже богато, но что-то есть. Я думаю, что вот на этом, в принципе-то, можно было бы остановиться и уже идти на лицо, потому что, ну, что тут. Ну, смотрите, усья вон уже стоят. Все, пошли на лицо. Хлопцы, извиняюсь, Серега на салфетку зря ворчал. За 11 рублей, но более чем достойный агрегат, потому что ну, хорошо согрело. Тем более я там все равно в 4 раза размер у него здоровый, что пена начинает маленечко подсаживаться, как я это смотрю. Ну, надеюсь, для наших дел хватит. Помазок упругий, помазок колкий. Ну, думаю, со своей задачей он справится. Тот, кто его приобретет, ребята, те помазки, которые вы будете брать в будущем, они очень сильно отличаются от этого. Это, ну, это компромисс, скажем так. Ну, хотя крепкий компромисс. Держать, в принципе, нормально. Наносить нормально. Ну, а как брить? Сыкотно, потому что те лезвия рапира, которые Серега прислал, они отличаются от того, что у меня есть. И отличаются серьезно задней частью, надписью на лезвии. Что это, фейк или новый выпуск лезвия, я не знаю. Но сейчас, если они будут брить, значит это новый выпуск. Поехали. Ребята, очень сильная подпидотра, что это порнография, а не лезвие новое. Сейчас я попробую поставить свое старое. Беру свою пачку.
Узнаю брата Колю. Серега, ты мне фуфел прислал. Ну, в смысле, там, где ты купил, это не настоящее лезвие. Они другие. Кто-то еще один обманом занимается. Вот она, рапира. Ее даже по ходу сразу хорошо слышно. Те подкусывали, рвали, как ежики, которые кушают кактус. А этот работает на уровне что-то вейши, вот с этим лезвием сейчас. Слышите? Да. Неприятно. Неприятно, что это блуждает по России. Чаша маленечко упала, набрала воды. Сейчас я это вымылю. Смыло, пока воду не добирали. Там, где мыла нет, легкое поскольжение есть. Но, честно сказать, кожу не тянет. Это уже хорошо. Уже супер. А по запаху, ребята, шикарно. Не хуже, да, не хуже. Сейчас руки не вытирал. Сейчас сырыми руками, как вот оно было, так и взял. Нормально, не скользит. Да, станок удивляет, честно сказать. У него бритье на уровне кассетника по безопасности. При гораздо более высокой эффективности. Как вы сами понимаете, 3-4-дневную щетину кассетник, но он бы не переварил. Он бы подавился бы на первых движениях, и вы побежали бы ломать голову, как выковыривать волосы между пластин. А этому пофигу, промывается на раз. Вешайте, вешайте. Пока нравится. Опять не будем брать и опять возьмем из чаши то, что у нас есть, предназначено судьбой. Не мочи, ничего, так вот сразу. Раз и все. Запах. Опять отмечаю запах кайфовый. Так, а теперь на руках даже мыло маленько осталось. Ну тут да. Тут уже такое что-то скользун какой-то есть. Ну, знаете, не критичный, в принципе-то.
Чуть-чуть. Чуть-чуть. Угу. Все, ребят, великолепное бритье. Смываемый автошейф, ну в данном случае крем после бритья. Не, парни, однозначно, если бы я отдал вот за эту салфеточку 11 рублей в качестве вот этого вот, не жалел бы. Серега молодец, молодец, что взял эту штуку. Как, впрочем, и зря потратился в отношении чаш. Ну, давайте все по порядку. Тепленькой водичкой, смотрите, как хорошо, красненькая распарил. Там я себя чутка еще мазанул, ну, в смысле, ничего, все прошло, все нормально, все хорошо. Давайте посмотрим, на что способен у нас гель после бритья. Свободовский Комильфаут. Стоимостью, аж страшно сказать, 32 рубля. По запаху это свежесть. И очень приятный запах. Не знаю, как будет действие. Сейчас мы его на влажную нанесем. О, так это гель. На самом деле, прям гель-гель. Он даже и на вид гель. Не щипится совсем. Хороший запах. Горчинка какая-то есть, понять я ее не могу, откуда она взялась, потому что здесь вот бризовый, океаническо-морской дельфинный какой-то вот такой фон идет. Откуда там горчинка, я не знаю, дельфин миндаля нажрался, что ли, или что? Пока приятно, не щипится совсем. Давайте посмотрим, как он высохнет, потому что уходовый, вероятно, там есть. Вот эту вот вязкость я чувствую. Ну и, опять же, там написано, что они есть. Давайте посмотрим. Пока больше нравится. Ну, за 30 рублей, господи, чтобы он мне не нравился. Нравится, конечно. Так, здесь у меня плямба образовалась от прищепки. Ребята, огромная благодарность Сергею за то, что он меня познакомил с продукцией вот этой компании. Она, не знаю, насколько правду говорит о том, что здесь 1889 года, вот мы там, вот, что у меня сегодня все с рук сыпется, наверное, к деньгам. Но качество этого мыла мне понравилось. Если я его в следующий раз где-то увижу, я его буду брать. Почему? Во-первых, за 70 рублей вот такой вес, а тут явно больше, чем у этих самых. Ну, сейчас тут все мелкие. Ну да, ну все мелко. Вот. Самое главное, все мелко написано, это как обычно. Но остальное так, высшая награда от Парижской всемирной выставки. Так ли это? Я бы не удивился, если бы так. Потому что мы побрились, да, пена подсаживалась, но это не бритвенное мыло. В принципе-то, это, во-первых, во-вторых, кожу не тянуло совсем. Знаете, когда мыло высыхает, в гуску вот так все сжимает, ну, пасаран. Здесь этого не было. То есть и запах. Вот соотношение всего. То есть цена 70 рублей, вес, кирпич такой здоровенный, ну прям здоровый кирпич. Плюс запах, плюс его свойства, плюс то, как вот он по лицу отработал. Ребята, мне понравилось. Понравилось. Однозначно буду стараться брать это мыло, тем более, что у меня любимая подсела на DAF. Я буду с нетерпением ждать, как она этот кусманчик оценит.
Потому что по запаху ни одного поля ягода пахнет ничуть не хуже. Свой запах не дафовский, но пахнет вот на уровне как-то вот так. Кто-то скажет, да что ты там даф, там, ну, ребята, да, это не венец вселенной, не самое лучшее в мире мыло, но тем не менее то, что ты приходишь в магазин и каждый раз ты можешь взять. То есть, ну а на что еще ориентироваться? Ну вот на дафа подобные варианты, поэтому ориентируюсь. За счет однозначно не потрачено. Правильный выбор, хорошее приобретение. Это все достаточно имхово. Я думаю, что просто Серега сработал под набор. То есть вот надо, чтобы было, вот на тебе, пожалуйста. Ему же надо было выслать правильно. Что бы он свою-то слал? А вот человек, ну правильно сделал. А вот тот человек, который собирал бы все это с нуля, ребята, не обязательно вам это покупать. Посмотрите у себя дома. И вполне вероятно, что вы найдете предметы, которые смогут заменить и чашу, и стаканчик для споласкивания. Лезвие. Сергей, к сожалению, вот смотри, на моей пачке беленькое все, да, а у тебя здесь наполовину серое, только там штрих-код белый. Это не уверен, что настоящее лезвие. Не хочу сказать с вероятностью на 100%, что это фейк, но бреют они явно не в пример хуже, чем те лезвия, которые вот рапира я покупал в Ашане. Здесь бархатный мягкий рез в этом станке, а здесь зубодробеж. Такое ощущение, что мне гномики ужасно недовольны, что в понедельник с утра их выгнали мне. Кто взял инструмент, а кто не взял, и выгнали их на плантацию мне. И вот там кто кайлом тебе волосок подцепил, кто инструмент не взял, зубами в него уцепился и дотянуть. И вот это вот свора ненасытных гномиков и херачит на режущей кромке вот этого лезвия. А здесь нормальные парни, не с бодуна. Все знают, что делать, с годным инструментом, выточенным, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, все посредали, все нормально, все сделали. То есть вот это вот нехорошие гномики, плохие. Помазок. Ребята, это не заставит вас гордиться этим приобретением, но на первый случай, на перебиться, на перекантоваться как-то вполне себе. Чем он будет отличаться? В негативную лично для меня сторону это своей колкостью. То есть вот за счет маленького узла вы получите большую упругость, и плюс к этой упругости колкость, ну, мне кажется, это перебор. Но тем не менее он со своей задачей справится, даст вам набрать пену, даст вам распределить ее по лицу, какой-то там зачатки массажа там что-то там изобразит. Но для массажа, ну посмотрите, 18 или 20 миллиметров, сколько тут. Ну, что-то он там, что успеет, там тыкнет, там тынь-тынь-тынь, где успеет, понатыкает и дальше побежали. Ну, то есть, вот для понять годится, на постоянке вы его использовать не будете, он быстро надоест. Это герой одной истории. То есть, все, и пошел за нормальным помазком. А нормальные помазки, ребята, вон и Шик, и другие, там, он пошли за 500, за 600, за 700 рублей взяли, и горе не знаете, то есть, и кабанчик, и синтетика, то есть вот на попробовать да, но на постоянку вряд ли он вас устроит. Хотя, как дорожный вариант, почему бы и нет. Липкость ушла, осталась, знаете, бархатистая задиристость. То есть я вот так вот провожу, я чувствую, что у меня скрип есть, там, потрескивает, но липкости как таковой уже практически нет. Я думаю, что через несколько минут его вообще не будет. Чувствую очень большой массив на лице. Чего-то такого, что осталось и защищает. Я думаю, что те люди, которые лосьон используют ближе к холоду, чтобы их лицо было защищено, после того, как лосьон высыхает, он пленку там оставляет. Если попробовали вот эту штуку, тоже бы удивились, сколько здесь броньки-то остается. То есть, ну да, как-то вот так, даже как-то непривычно, много. Но при всем при том, она какой-то дискомфорт, диссонанс не вносит. То есть, да, я понимаю, что она здесь есть, да, она не противная, она не вызывает какую-то липкость, испарину вот эту. Я просто понимаю, что у меня вот на лице какой-то презервативовый, какой-то слой, как натянули, так вот и все. Ну, я предохранился, грубо говоря. Вот такой вот. Но по запаху очень хорошо. Для 30-рублевого изделия, а почему нет-то? Вполне себе, и как дорожный вариант в том числе. Станок. Ребята, ему лет-то уже 90-го года выпуска. 28 годков. 1 сентября исполнилось, 29-й пошел. Столько не живут. А он все еще бреет.
Да, несомненно, это и рапира, и же с ними, тут с одного лекала, и пускай вас не смущает то, что там элегант написано. Но это опробованная схема, то есть штамм-то тот же самый, скорее всего, это литье под давлением, там кокельный, тынц, и все, вот, знаете, получай, потом облой посрезали, литнички поубирали, вот тебе изделие. Но оно рабочее до сих пор. И это можно пойти на Авито взять за 200 рублей. Сергей торговался. Ну, с моей точки зрения, правильно делал, что деньги-то лишними не бывает. Но даже если бы на 200 рублей вы его взяли, это примерно то же самое, что вы сейчас пошли в рапиру там за 170 рублей взяли. А плюс ко всему это еще раритет почти 30-летний. И он бреет. Сам не пойму, почему он настолько мягко бреет, как та же самая рапира, которая вот у нас была на обзоре. То есть, ну, шики те же самые. Но это мягкое было бритье. Возможно, это сочетание с этим лезвием, ну, я не знаю. Мне это показалось где-то, знаете, вот, ну, в уровне HD 34. Вот где-то вот в этих пределах. Так мягко, так бархатно все это шло. И то, что коцку поставил, ну, это забейте. Это торопыга, вечно куда-то торопится. Поэтому зачетное, годное, великолепное изделие. Каждый новичок, который возьмет такой станок, для начала, для того, чтобы поставить руку, вполне себе побриться годно. Причем до уверенной такой как это, ну чтоб не сучка, не задоринки. Да вполне себе годный вариант для новичков. Конечно, на постоянке вы на нем не останетесь, потому что там со временем привыкнете, а что пластик, что там посерьезнее, ну-ка давайте посмотрим. Вот такое, да, будет. Но для начала-то более чем. На этом, ребята, разрешите подтвердить, что бюджетный набор в пределах 300-350 рублей, да, возможен. Для начала вполне себе, побреетесь нормально. Новички, те, которые смотрят это видео, ребята, зарубите себе на носу. Говорил уже 100-500 раз, скажу еще раз. Вы взяли один станок и одно лезвие, это один вариант бритья. Два лезвия, один станок, это два варианта бритья. 10 лезвий разных и один станок, это 10 разных вариантов бритья. Потому что я слишком часто читаю ваши комментарии. Вот я взял рапиру, поставил в нее там спутник, а не бреет, а он у меня что делать, что я делаю неправильно. Да ты просто лезвие свое еще не нашел. Возьми других лезвий, испытай на одном и том же станке. Вот и все. Ну и техника, конечно. Ну техника это там что. Неделя, 2-3, все, будешь уже как гуру махать тут с двух рук, там на скидку по-македонски, бам-бам, щетину только отлетать будет. Так что лезвие. 10-15 лезвий к первому станку возьми, и ты 100% найдешь то лезвие, которое в этом станке для твоей кожи заиграет. Поменял станок, начинай все сначала. Опять подбирай и опять смотри, потому что комбинация твоя кожа, твой станок и те лезвия, это все в твоем случае сугубо индивидуально. Вот тебе и надо найти этот вот фэншуй. Сергею спасибо, Сергей, за то, что благодаря тебе я смог парням показать бюджетное бритье по-новосибирски. Ну а вам всем добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и души-то это пошистая вам. Отписывайтесь на канал. Пока-пока.